So here's one of the major things that happens with a person that's prideful. Значит, вот что происходит с человеком, который в гордости. They want to promote themselves. Они хотят продвигать только себя. So you'll see in the Bible that God always promotes his men, and usually they're so humble they don't want to be promoted. Но в Библии мы видим, что именно Бог продвигает всегда своих людей, своих мужей. И если они смиренные, то они даже и не хотят, чтобы никуда продвигаться. But the prideful man is always going to want that position. Но гордый человек всегда хочет позицию занять какую-то. So I want you to turn to the book of Ezekiel. Let's put a scripture on that. И давайте откроем книгу Иезекииля и прочитаем Писание об этом. And you might be familiar with this passage. Может, кто и знает это место. Иезекииля 28, 28 глава, verses 11 through 17. с 11 по 17 стих. «И было ко мне слово Господне, Сын человеческий, плачь о царе Тирском, и скажи ему, так говорит Господь Бог, ты печать совершенства, полнота мудрости и венец красоты. Ты находился в Едеме, в саду Божьем. Твои одежды были украшены всякими драгоценными камнями. Рубин, топаз и алмаз, хризолит, оникс, яспис, сапфир, карбункул и изумруд, и золото. Все искусно усаженное у тебя в гнездышках и нанизанное на тебе приготовлено было в день сотворения твоего. Ты был помазанным херувимом, чтобы осенять, и я поставил тебя на то, чтобы ты был на святой горе Божией, ходил среди огнистых камней. Ты совершен был в путях твоих со дня сотворения твоего, доколе не нашлось в тебе беззакония. От обширности торговли твоей внутреннее твое исполнилось неправдой, и ты согрешил, и я низвергнул тебя, как нечистого, с горы Божией. Изгнал тебя, херувим осеняющий, из среды огнистых камней. От красоты твоей возгордилось сердце твое, от тщеславия твоего ты погубил мудрость твою. Зато я повергну тебя на землю, пред царями отдам тебя на позор». All right, so in verse number 17, we see that he's lifted up with pride, right? В 17 стихе сказано, что он исполнился гордостью. And when we compare that scripture to Isaiah 14, И когда мы сравниваем это место с Исаией 14 глава, we can see what this pride has done. то мы можем видеть, что гордость на самом деле сделала. This passage is also about Satan, Это место тоже о сатане. and we read in verse number 13 Из 13 стиха Исаия 14 глава, and 14. 13-14 стих. «А говорил в сердце своем, зайду на небо, выше звезд Божьих вознесу престол мой, и сяду на горе, в сонме богов, на краю севера. Зайду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему». So you see how that pride he was trying to elevate himself to be like God. Вы видите, как гордостью он поднимает себя на уровень с Богом. And more times than not, I see people that try to do the same thing. И более чем достаточно я вижу людей, которые гордостью поднимаются тоже, точно так же. You do not have to promote yourself. Не надо продвигать себя никуда. What you need to do is to be faithful and humble and let God do the promoting. Вам надо сохранять себя верным и смиренным, и пусть Бог вас продвигает. All right, so those are the three things that you need to watch out for. И поэтому вот это вот три основных момента, за которыми следить. In the spiritual warfare that's going to happen with your disciples. В духовной битве, которая произойдет
будет происходить с вашими учениками. Okay. All right. So we are talking about starting from scratch. Итак, мы сейчас 9-я страница, мы начинаем все с самого начала. С чего начинаем? And what we're going to start to talk about is that you've got to put some good structure in your church. Сейчас мы будем говорить о том, что в церкви должна быть хорошая структура уже на месте. And just for a second, I want you to flip back to the very first page of your notes, where you have the diagram of discipleship being the hub of everything. Откройте вот вторую страницу ваших конспектов, где вот это есть в большом кругу нарисовано ученичество, и все остальное прикрепляется к нему. Okay, so if you are in an established church, если вы, допустим, уже в установленной церкви, more than likely it does not look like that diagram. то более чем, ну я скажу, думаю, не ошибусь, что у них структура не похожа на эту диаграмму. Where discipleship is the heart of everything that's happening. Где, допустим, ученичество является сердцем всего того, что происходит. And that out of discipleship comes all the other things. А уже из ученичества выходят все остальные служения. Right? Does your church look like that? Согласны? То есть похожа ли ваша церковь на эту модель? Нет. Okay. That's okay. It's a little bit harder in an established church to try to change that. В установленной церкви, если модель не установилась вот такая, то очень трудно изменить ее под такую. Очень трудно. Right? So with fellowship, that's exactly what I had to do. They were not focused on discipleship at all. В церкви fellowship, то есть точно так же не была такая модель, и мне трудно пришлось, чтобы изменить. And what happened is that I personally started to disciple people. И началось все с того, что я лично начал сам обучать людей. And it wasn't that I didn't require discipleship right away. То есть сразу я не начал требовать ученичества. But eventually we got to the place that discipleship was necessary if you were going to teach or you were going to lead. Но мы со временем дошли до такой позиции, что ученичество, пройти через ученичество необходимо, если вы хотите учить или участвовать в каком-то служении церкви. Обязательно пройти через ученичество. Okay, so when you get to go back to my story. Возвращаюсь назад к своей истории. You guys know that Sean decided to stay with me. То есть вы знаете, что Шон вот после той ситуации решил остаться со мной. And that spoke volumes to me about who he is. И это для меня это было громче, чем слова. Он сказал, то есть я понял, какой он человек. Because he was willing to forsake the things of the world. Потому что он был готов оставить все дела мирские. And I think that God brought that opportunity into his life to test. И я думаю, что Бог позволил этой возможности в его жизни случиться, чтобы испытать его. Because he can't be wanting the things of the world and be the pastor of the church. Нельзя быть и хотеть вещи этого мира и быть пастором церкви. But at this point in Sean's life, we're not talking about pastoring at all. Но на том отрезке его жизни, в жизни Шона, вопрос о пасторстве еще для него не стоял. I have these things in my mind, but I haven't told him that. Я думал в своем уме, что когда-то он будет пастором, но я ему это никогда не говорил. I'm just seeing if he's going to change his life and move toward that goal. И я побольше думал, чтобы его жизнь изменялась, и он больше и быстрее двигался к этой цели. Okay, so what we've talked about when it comes to discipleship, we've only discussed maybe a year. То есть то, что мы уже коснулись за ученичество, мы только, может быть, разобрали то, что в первый год происходит. How long did it take Jesus to disciple his men? Сколько потребовалось Иисусу обучить своих мужчин? Right, 3.5. 3,5 даже. Right, that he discipled these men. Он все только и делал, чтобы их обучить. Why is it that we think that we can disciple people in 6 months? Почему мы думаем, что мы можем людей обучить за полгода? Почему? If it took Jesus 3 Если years, Иисусу потребовалось 3 года как минимум. It takes 3 years just for a person to start to govern themselves. То есть
3 года требуется для того, чтобы человек начал сам собой управлять. Now, I want you to understand that our discipleship path was much bigger than that first year. Наш путь ученичества, он намного больше, чем вот 1 год ученичества. Because over the next 8 years, I would take Sean through all kinds of classes. То есть вот я с Шоном занимался 8 лет, и я его постоянно брал на разные классы. Practical pastoring, revelation, Показывал eschatology, практическое the life of пасторство, Christ. книгу Откровения, жизнь Христа, эсхатологию проходили. We did all of that on Saturday mornings. И все это мы делали в субботу рано утром. So we spent a lot of time. И мы вместе много времени провели. It's important that you understand that about the materials that we're talking about. И очень часто, очень важно, что вы понимаете, о каких материалах мы сейчас говорим. Because you might have a discipleship process that probably lasts 5 to 8 years. Потому что у вас может быть процесс ученичества разработан, вы сами его можете сложить, который будет длиться от 5 до 8 лет. Okay? And so what ended up happening is that of course Sean is, after the first year, Sean's helping me in ministry, he's teaching И classes. уже после 1-го года ученичества Шон уже начинает помогать мне в служении. He's discipling other people. Обучает классы, преподает и взял уже на обучение других людей после 1-го года. So he really became a part of my team. То он стал частью моей команды. And then we got to the place in 2012 И потом в 2012 году мы подошли к месту, where the Lord just said to me, he's ready. когда Господь сказал мне, он готов. And I looked over at Kim. This was on Mother's Day И in America. это было в Америке в мае месяце на День матери. And I looked over at Kim and I said, I think Sean's ready to take the Я pastor. посмотрел на мою жену Ким и сказал ей, я думаю, Шон готов на пасторство. And she said, well, what about us? Она говорит, а мы что будем делать? I said, I don't know what the Lord has for us next. А я говорю, я не знаю, что Господь приготовил для нас. Не знаю. So I felt a lot like Abraham whenever God said, go into a country that I will show you. Я честно скажу вам, я чувствовал себя как Авраам, которому пришел Бог, Авраам тогда еще, вот иди туда, в страну, которую я тебе укажу. We were living in the parsonage of the church. Мы жили в церковном доме при церкви. So I had no home. То есть у меня первый вопрос, это нету дома. I told Kim, I said, maybe we can live with my mom and dad. Я сказал жене моей, может какое-то время поживем с моими родителями, с моей матерью и отцом. And she said, okay. Она говорит, хорошо. I have a great wife. У меня замечательная жена. And so I went to the church and I said, I think that the Lord's calling me away. И я вышел перед церковью, и я сказал, я чувствую и думаю, что Господь зовет меня следовать за Ним дальше, то есть будет переезд. And I believe that Sean is ready to take the church. И я верю, что Шона Бог подготовил взять руководство церкви. So in the tradition of that church, they took a vote on the pastor. И по традиции той церкви они все голосовали за пастора. And they voted him in 96%. И 96% церковь проголосовала за него. 96%. There was one guy that said no. И только один человек сказал нет. And he just wanted to see other candidates. И он просто хотел, помимо одного, других кандидатов еще иметь. Чтобы были другие кандидаты. 96% is a huge percentile. А я скажу вам, 96% это подавляющее большинство. So we transitioned for 3 months. И мы на 3 месяца сделали вот переходный период. And so my last months were in the summertime. И последние мои месяцы были в конце лета. And 3 weeks of that I spent here doing a family camp. И 3 недели я приезжал, того лета я приезжал сюда на лагерь, So семейный лагерь. we came home from Ukraine, we packed up our stuff, and we moved to my mom's house in Georgia. И поэтому мы закончили там свое служение, запаковали свои вещи и переехали в Джорджию к моим родителям. And I had people say to me, how can you do that to your family?
И люди мне говорили, как ты можешь такое со своей семьей так поступить? They would say, how are you going to provide for your family? Они бы сказали, как ты будешь теперь семью обеспечивать? And I just looked at them and I said, I don't provide for my family. Я на них посмотрел и говорю, я свою семью не обеспечу. God provides for my family. Бог обеспечивает мою семью. And they didn't understand. И трудно было некоторым понять. But I'm not going to let the faith of others keep me from doing what God calls me to do. Не позволю, чтобы вера других людей удерживала меня от того, что Бог приготовил для меня делать. So we started living in my mom's house. Мы начали какое-то время жили в родительском доме с матерью, с отцом. Then I just began to pray. И я начал в это время молиться. Where would you have me to be, Lord? Где, Господи, ты хочешь, чтобы я был? And my mom, she was so excited that we were back in Georgia. А моя мама настолько радовалась, что мы вернулись назад в Джорджию. I said, Mom, I have no idea where I'm going to be. I could be in Ukraine. I have no idea. Я не знаю, где мне быть. Может, на Украину Господь позовет. Я не знаю, где сейчас мое место. She said, No, I know that God has brought you here. А она говорит, не, я знаю, сынок, что сюда тебя Господь привел, будешь здесь. So we moved on September 1st. Значит, на 1 сентябрю мы уже переехали. And God provided me a job as the associate pastor И Бог on October обеспечил 7th. меня служением на 1 октября. У меня уже было, я стал помощником пастыря в Большой Церкви. And so 1 month, Через 1 месяц. and God had already provided me a job. Бог уже дал мне свое дело. 6 months later, we bought our home. Через полгода мы купили уже дом. God provides for His men. То есть Бог своим людям все обеспечит. Now, as I tell you that story of faith, И я эту историю рассказываю, тут проявилась вера наша. but this church that I went into, again, is not a discipleship church. Но вот эту церковь, в которую я пошел, она не церковь по ученичеству. То есть ученичество не на первом месте. So if I were to draw a diagram of the church that I went into, То есть если нарисовать диаграмму, модель церкви, в которую я теперь пришел, the big circle would be evangelism. большой вот этот круг на второй странице был бы большими буквами евангелизм написано, евангелизация. That was the heart of the pastor. Это сердце пастора было, евангелизм. And he is an evangelist. И он действительно евангелист. Every Sunday we would have people come down the aisle and receive Christ as their Savior. Каждое воскресенье люди выходят в церковь, каждое воскресенье покаяния. Вы можете представить? 1 month, we baptized 52 people. За месяц 52 человека покрестили. За месяц. Amazing. Удивительно, да? Here's the problem. Но проблема вот в чем была. I have no idea where those people are. То есть я не знаю, куда эти люди пропали. Они Because all that we did is evangelism. все, что мы делали, евангелизация, евангелизация, евангелизация. And so I would come to the pastor and I would say, hey, we need some discipleship for these new converts. И я подходил к пастору и говорил, что нам нужны ученики. Who said we need some converts? The pastor. А пастор говорил, нам нужно постоянно кающихся людей, обращенных людей. And he said, well, I said we need some discipleship. А я говорю, нам надо из них делать учеников. And he said, I'm not concerned with that. Я говорю, мне об этом не интересно. We just need to get them into heaven, that's fine. Нам надо их, чтобы они в царстве были, в царстве Божьем. And so I would show him the scriptures. Я ему показываю Писание, листаю Писание. That we are to teach them to observe all things. Я говорю, надо учить их соблюдать все соблюдать. But he just wouldn't do it. Но он не захотел этим заниматься. So it's hard when you have 1,000 people in your church. У них 1000 человек в церкви, и это очень трудно, когда 1000 человек. And the way that you establish something is usually the way that it keeps running. И значит, так они все ставят или поставили, что оно постоянно все в движении, движется. So it's hard to turn such a big ship in the middle of the ocean. Корабль большой, его очень трудно повернуть, когда посреди океана. Right?
So if you have a smaller church, Если 100 or less, поменьше, допустим, 100 или чуть меньше 100, it's not so hard to turn things around. не так уж трудно поворачивать и руководить. Yeah? Right? Это да. Maybe the similar. Абсолютно одинаково. It's hard. От размера не зависит. No matter what, it's hard. Но действительно, я согласен, да, трудно и так, и так. Okay, so what that means is that the way you establish Но something что это означает? Как вы все установите, is really important это очень важно. because it's probably going to keep going that way. Потому что оно будет двигаться в том направлении. It got to the point to where I told this pastor, Когда дошло до того, когда я этому своему пастору сказал, after much prayer with the Lord, я прежде этого молился Господу, I'm going to go and I'm going to start something new. я ему говорю, я все-таки должен пойти и хочу начать что-то новое. Because I knew that if I could start it new, then I could establish it in discipleship the Потому way that что it needed. я знал, что если я начну что-то новое, то я поставлю ученичество в главу угла. So I asked at the beginning how many of you guys were pastors, and I think we had 3 pastors. И когда я вначале спросил, сколько здесь пасторов, по-моему, 3 человека здесь пастора, да? And the rest of you guys are probably at some point going to start a church. А другие, наверное, может быть, извиняюсь, может быть, пройдет время, и вы когда-нибудь начнете новую церковь. So what I want to do is I want to teach you how to establish it properly То есть я хочу so that discipleship is easy. поделиться мыслями, научить вас, как все правильно поставить, чтобы ученичество пошло легко. Okay? All right, so when I started the new church, the first thing that I did, Когда я начал новую церковь, вот первое, что я начал делать. Kim said my last Sunday was January 16th of 2015. Последнее мое воскресенье в той большой церкви было 16 января 2015 года. She said, what are we going to do? И она тогда, жена Ким, говорит, а что же теперь мы будем делать? I said, well, I guess we're going to start having church. Я говорю, начнем новую церковь. So we took the cars out of the garage and all the stuff out of the garage. То есть мы вычистили свой гараж, машины выгнали оттуда, все убрали. And we started meeting in my garage. И мы начали собираться в гараже. And what I did is I began to disciple some people. Я начал просто обучать некоторых людей. I didn't need buildings, I didn't need all that kind of stuff. Мне не надо никакие были здания, никакие вот эти все, что I didn't связано. need a bunch of money. И много денег тоже не надо. This is what I needed right here. То есть вот это все, что мне нужно. And people. И люди. And then I started discipling them and leading them to Christ. Я начал их обучать, начал их приводить ко Христу. I started training them to disciple other people. Я начал их обучать, чтобы они обучали других людей. On Easter Sunday of 2015, over 50 people in my garage. То есть и пришло время Пасхи, и на Пасху более 50 человек приходило уже в наш гараж. Are they completely out of the world people or some from the church? We had 10. We had 10 that came from the church. Я with me to help. спросил, они полностью люди из мира или какие-то из церкви тоже вышли? Он говорит, 10 человек было из церкви, помогало мне. 10 только. But those 10 people were the hardest people Но вот эти вот 10 человек, с ними труднее всего было. because they had the old mind. Потому что у них по-старому ум работал Да. по-старому. I would have rather just had all new Я хотел бы, чтобы сразу все новые, все другие люди. because some of those people are still struggling. Потому что некоторые из тех людей до сих пор борются в себе. But the amount was so small that I could manage it. Но количество было настолько маленьким, что я мог это все управлять. And some of them have become really good mentors at this point. И на этом этапе некоторые из них стали хорошими наставниками. All right, so when we get into the notes, Давайте сейчас 9-я страница в конспектах откроем. the first thing that you see there is that discipleship starts with the pastor. Вы видите, что первое ученичество начинается всегда с пастора. Everything's going to come out of the heart of the pastor. Все, что будет происходить, все будет выходить из сердца пастора.
you have the ability to establish the way that things are going to go in the У scriptures. пастора есть возможность, способность установить все так, согласно Писанию, как должно все пойти. So number one there, he must have a heart to reproduce himself and others. Первое, пастор должен иметь желание сердца воспроизводить себя в других. So listen, at first, you're not worried about church buildings, you're not worried about any of that С stuff. самого начала не надо думать за постройку здания, за содержание здания. Это вообще не надо об этом даже думать. We need to learn from the example of Christ, Нам нужно сконцентрироваться на пример Христа. and you just find yourself a disciple. И научиться от примера Христа и найти такого человека, который бы хотел быть учеником. And you start pouring into somebody like Jesus did to his 12 disciples. И начать вот вливать свою жизнь, вкладывать в этого одного человека, как Иисус в своих учеников вкладывал. But even in the 12 disciples, Jesus spent more time with some. Но даже из 12 Иисус больше времени уделял только некоторым. Right? Правильно? You had Peter, James, and John. Это Петр, Иаков и Иоанн. Троим он уделял больше внимания. Right? So they went up on the Mount of Transfiguration. С ним он ходил на гору преобразования. They got more than what the rest of them got. То есть они больше получили, чем остальные. So as a pastor, you're going to do the same thing. You're going to just pick somebody, И точно start как discipling them. пастор, вы тоже, когда выберете, собственноручно выберете одного-двоих, и будете в них больше им уделять времени. Now listen, here's the way I would do that. И смотрите, как бы я это сделал. If you're in an established church, Если вы уже в установленной церкви, уже все you движется, look out over the congregation, вы смотрите на всю церковь, and на собрание. maybe there's a guy that is a new convert, И может быть есть человек, мужчина, допустим, новообращенный, a young man, a young woman, молодой человек или молодая женщина, новообращенная. and you as the pastor, you see some potential in И them. вы видите, что потенциал у них есть. I say a young woman for you guys. Но женщина, молодая женщина, это для женщин, для сестер. And you just go to that person and you say, hey, listen, I would like to spend some personal time with you. И вы подходите к этому человеку и говорите, что я бы хотел больше времени проводить с тобой. And I want to teach you what I know about following Хочу Christ. научить тебя всему тому, что я знаю о том, что значит следовать за Христом. Now, most times when a pastor comes and says that, Большей a new believer? частью, когда пастор подходит к новому обращенному и говорит вот такие слова, they're going to do it. They're going to follow. они скажут согласен, они пойдут. They're at least going to try. По крайней мере, попробуй. Now, you need to be upfront with them. Но надо с ними быть честно с самого начала. We're going to be studying the Bible. It's going to be a little bit of work. Мы будем изучать Библию, это труд. Это будет трудно. But I want you to walk with me. I want you Я to хочу, чтобы be with me. шел и был вместе со мной. So when anybody sees you at the church, И когда кто-то вас увидит в you церкви, got your disciple right next to you. то с вами возле вас ваш ученик, рядом с вами. When you're talking to people and you're sharing with people, Когда вы с людьми разговариваете, когда вы с людьми делитесь, your disciple is right there. ваш ученик прямо рядом с вами. Everybody knows И все знают, who he is. кто это, что это за человек, что это мой ученик. This is my disciple. Это мой ученик. Now, you're going to have to watch him that he's not get prideful. Но наблюдать надо за ним, чтобы он не возгордился в этот момент. I'm being discipled by the pastor, То есть, чтобы он не возгордился, что меня обучает сам пастор. right? So that's why I gave you those warning signs at the beginning. Вот почему я дал вам вот эти вот признаки, зачем следить в самом начале. So you're going to have to tell him, listen, this is not a prideful thing, this is a humble thing. Надо ему объяснить, что тут не гордость должна расширяться, а тут должно смирение приумножаться. And I think humility needs to be one of the reasons why you choose him. И я думаю, выбирать его надо именно по качеству смирения, есть ли в нем смирение. I want you to look at, turn with me to 1 Corinthians. Откройте со I мной was just reading this morning. 1 Коринфянам, я этим утром сегодня читал послание 1 Коринфянам. I'm about to take our church through 1 Corinthians. Да, я хочу провести нашу церковь, всю церковь через
Первое послание к Коринфянам. And I want us to just read together verse 20 through 20 through 25. Кто-то прочитайте с 20, 1 глава, с 20 по 25 стих. We can have somebody read that. No. Прочитайте кто-то. А какая глава? Первая глава. Первая глава. Где мудрец, где книжник, где совопросник века этого? Не обратил ли Бог мудрость мира этого в безумие? Ибо когда мир свою мудростью не познал Бога, при мудрости Божией, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих. Ибо иудеи требуют, что чудес, и елены ищут мудрости. А мы проповедуем Христа раскрытого для иудеев соблазн, а для еленов безумие. Для самих же призванных иудеев и еленов Христа Божию силу и Божию премудрость. All Потому что все, потому что не мудрое Божие, премудрое людей и немощное Божие сильнее людей. Also read 26 and 27. И 26 и 27 еще тоже прочитайте. Посмотрите, братья, кто вы, призванные, немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных. Но Бог избрал не мудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное. You see, that passage is a blessing to me Вот это место очень большое благословение для меня. because I am not of noble birth. То есть я не благородного рождения, I'm just a regular guy. я обычный человек. But God has seen fit to take me and use me in ways that I never thought I could be used. Но Бог избрал меня, использовал меня таким образом, которым я никогда не думал, что будет так использован. I don't know how many people have come up to me and asked me, hey, where is your dad a pastor at? Вы не подумайте, сколько людей меня спрашивали, вот, подходили и спрашивали, а где твой папа проповедует? Где он пастором? В какой церкви? I said, my dad wasn't a pastor. Я говорю, мой отец вообще не пастор. But you know what I've noticed is that sometimes we limit the ministry to a certain family. Но иногда, что я заметил, иногда мы ограничиваем служение, что служение все в руках одной семьи. Right? And I know that happens here in Ukraine. Я знаю, что в Украине это очень часто происходит. And so all of a sudden the son comes along and he's gonna be the heir to the throne of the church. Если пастор имеет сына, и вот сын потихоньку выходит, и все знают, что когда-нибудь он будет наследником и станет за кафедру церкви. And what you're telling everybody else is that we're special. И что мы говорим другим, что мы особенные. And this is something that you can never attain to. То есть никто из вас не может достигнуть до этого уровня. The closest thing that you have to that in the scriptures Но ближайшее, что у нас есть об этом в Писании, is what Jesus calls the Nicolaitans. это то, что Иисус говорит Николаиты. And they were putting themselves above the laity. То есть они, Николаиты, отличались тем, что они возвышали себя выше обычных прихожан. I think it's more impressive when you pick out a person that's not of noble birth, somebody that God can use. Более драгоценное выбрать кого-то не благородного рождения, а выбрать кого-то, кого бы Бог мог использовать. You want to pick that guy that says, "Who am I that this pastor would choose me?" Вам надо так подойти вот скрупулезно, чтобы выбрать того человека, который бы говорил, а кто я такой? Кто я такой перед Богом, чтобы Бог меня выбрал на это дело? Or even more importantly, that God would choose me. Да, и даже более важно, что кто я такой, чтобы сам Бог выбрал бы меня. All right, Вот такого надо выбирать. let me go back just a little bit of my story. I told you when I took the missionary to lunch and he told me about discipleship. Немножко The very first вернусь на свою историю. Помните, я встретился с миссионером, который пригласил меня на обед. И вот именно за обедом мы разговаривали об ученичестве. Okay, I didn't see him again for 3 months. После того первой встречи я его 3 месяца вообще не видел.
And so in that 3 months, I had gone and gotten some extra training. И в эти 3 месяца после разговора я пошел учиться сам, чтобы это все меня интересовало. And I had begun to disciple some guys. И я уже потом начал обучать некоторых. And so he comes back to see me. И он появляется через 3 месяца, и снова мы встречаемся с этим миссионером. And I told him, I said, Paul, I really believe that I can train up people to be on the mission field. И я ему сказал, его звали Павел, я говорю, Павел, я верю, что я могу научить людей так, что они свободно могут ехать на миссионерское поле. He said, now I understand that you understand. He said, now I know that you got it. И он мне сказал только лишь одно слово. Теперь я понимаю, что ты понял, о чем я с тобой говорил. Because you know that there's no limitation to what you can do with people. Да. И он говорит, ты теперь понимаешь, что нету ограничения, что можно сделать с людьми. And so we have to be careful as pastors not to set limits on Да. people. И мы должны быть внимательными, как пастора, не ограничивать людей. We'll let God set those limits. Пусть Господь их ограничивает, даст им ограничения. Not everybody's called into the ministry Не все, or into the pastorate. не все призваны на служение, а точнее не все призываются на пасторское служение. Not everybody's going to be a missionary or an evangelist. Не все будут и миссионером или евангелистом. But everybody has a calling from God to do something. Но у каждого есть призвание от Бога что-то делать. All right, so in the notes, you must be willing to sacrifice for others time and energy. Возвращаемся назад, 9-я страница, вот здесь А, пункт А, номер 2. Пастор должен добровольно жертвовать ради других время и силы. So when I started the new church, Когда я организовал вот новую церковь, there was one goal. одна всего лишь цель была. I wanted to disciple 50 people. Я хотел обучить 50 людей. Now, there's no way that I could do that fast. То есть, не в состоянии я был за такое короткое время это исполнить. You know, because if it takes me a year with each person, it's going to take 50 years. Если год на каждого человека, это 50 лет для 50 людей. Okay, but what's the answer to that? Тогда какой ответ на это? Как это? How do I fix that problem? Как эту проблему разрешить? Отдавать служение, делать Give away your ministry and делать ученика, чтобы он делал еще ученика. Размножение. Make a disciple, multiplication. Multiplication. Да, размножение, приумножение. Multiplication, because I can do it very quickly with multiplication. То есть быстро можно вот по принципу умножения делать. Give me 5 years and I'll have that, at least. То есть за 5 лет я могу это сделать, за 5 лет. Okay? So, but you have to be willing to give your time. Но надо отдавать для этого и свое время, и свои силы. And number 2 there, we've already talked about, you must be willing to share your ministry with others. И номер 3, надо делиться своим служением с другими. Okay, so here's one of the problems in starting the new church. Вот какие есть проблемы в создании новой церкви. I've been discipling people for 20 years now. Я 20 лет уже занимаюсь обучением людей. And I'm asking a brand new person that's been saved for a year to disciple a person like I did. И я прошу вот человека, который уже спасен год или около года, и обучить его так вот, как меня обучили. See, that's going to be hard because they don't have the experiences that I have and the understanding that I have with people. И это будет трудно, потому что у них за 1 год или 2 года нет у них опыта такого, какой у меня есть, и они не знают еще, как строить отношения с людьми и так далее. Okay, so again, we want to learn from Jesus. И поэтому тут нам надо всем учиться у Иисуса. Because what Jesus did is he did ministry that others could do. То есть Иисус обучал людей служению, чтобы другие могли тоже делать то, что Он делал. Even when his disciples needed to have miracles and different things like that, they could do that. Даже когда его ученики надо им было делать чудеса и подобные вещи, они тоже это делали. But you just need to make sure whatever discipleship that you choose, other people can do that. Но какое бы вы ученичество ни выбирали,
Надо так выбирать, чтобы другие могли это тоже делать. And there's a question that I have here under letter B there. How far can people go in your ministry? То есть, вот по третьим пунктам заголовок Б. Насколько сильно люди, как далеко люди могут развиваться при вашем служении. То есть, насколько далеко они могут идти при вашем служении. Okay. Did you find it? Yeah. More people go on to Yeah, I think I can. So you don't want to put a limitation on that. То есть ограничения не надо ставить на это. But they're probably not going to go farther than, well, hopefully they're even going to go farther than what you go. И надежда здесь такая, что они пойдут дальше, чем вы дошли. Дальше вас. So most of you are in an established church now. Большинство из вас в уже установленных церквах. Here's the way you start. You just need to choose somebody. Вот как начинать. Надо только выбрать, кого-то выбрать для ученичества. So the first thing that we're going to talk about is we're going to talk about getting some tools into your hands. Поэтому для этого у вас должны быть определенные инструменты. I made a call this morning to my translator to translate my new material for you. И я сегодня этим утром позвонил своему переводчику, чтобы он мой материал для вас перевел. And we're going to try to have an example for you tomorrow so that we can practice a little bit. И может быть завтра, к завтрашнему дню уже будет один пример переведен, и вы можете попрактиковаться. Because I want to really show you how I have one of those meetings. То есть я хочу показать вам, как я провожу эти встречи. But remember, it's not all about materials. Но дело на самом деле не в материале. And that 2 hours is not the only time that you spend with this individual. 2 часа это не единственное время, которое с человеком мы должны проводить. I would imagine that you're probably talking to your disciple every day. Я бы представил, что вы какой-то контакт бы и разговор поддерживали бы со своим учеником даже каждый день.